Здравствуйте, господа! Сегодня мы начинаем трансляцию, которая называется «Здоровым быть легко. Ответы на вопросы доктора Дуйко». С удовольствием отвечу на ваши вопросы, которые вы прямо сейчас мне задаете. Онлайн я вижу то, что вы это делаете. Большое спасибо за участие. Сразу же хочу сказать, что вы видите скидку акции, которая сейчас проходит на нашем сайте, который называется tfduyko.com. Это скидка на 20% на все продукты нашей компании. Надеюсь, вам это интересно, и начнем. Так, обновлю я сейчас браузер. О, есть я. Супер. Красивенький такой. Итак. Надежда Чуб. Уважаемый Андрей Андреевич, меня зовут Надежда. У меня вопрос по поводу сына, ему 7 лет. Задержка развития и задержка речи. Подскажите, как я могу помочь, чтобы у него все было хорошо? Вы, наверное, знаете, что все проблемы, которые связаны с задержкой развития, с задержкой речи, это группа состояний, вызванных нарушением обучающей и поведенческой системы всего организма. Что происходит и почему это происходит? Условно можно сказать, что причинами могут являться употребление родителями алкоголя, перенесенные герпетические заболевания, ТОРЧ-инфекции, это наличие гепатита, это перенесенные ядерная желтуха в детском возрасте. Но, помимо всего прочего, есть достаточно много исследований от аргининовой теории до гипераммониемийной теории. Несколько слов об этом тоже бы хотелось сказать. Итак, для того, чтобы сказать, как заставить ребенка быстрее думать и быстрее развиваться, необходимо знать о двух теориях. Первая теория называется теория нарушения мостов, которые связывают или накапливают дофамины в определенных мостах. Этих мостов в мозге, их 4. Это мезолимбическая система, гидрокортикальная, нигростриальная и туберофундибулярная. Все эти 4 системы, они связаны с общим развитием ребенка, и как правило, нарушение нигростриальной системы приводит к тому, что у ребенка появляется больше, чем у обычного ребенка, движений. То есть у ребенка синдром беспокойных ног, дети такие очень подвижные, не может никак успокоиться, со временем появляются тики и даже может спровоцировать абсанс, даже эпилептического характера. И второе, это когда фундибулярная или туберофундибулярная система нарушается вместе, кстати, с нигростриальной. Это происходит, как правило, когда ребенок рождается и происходит энцефалопатия на фоне ядерной желтухи. И это все приводит к поражению и определенному поражению клеток, которые находятся как раз в нигростриальной системе и в туберофундибулярной, также мезолимбической, которые к ацетилхолиновой системе, холиновой, нарушая альфа-холины и их усваиваемость, происходит вот такое нарушение. Итак, в случае, если это происходит и происходят такие нарушения, то выходом из этого всего является применение дополнительно препаратов аргинина. То есть уже есть исследования, которые утверждают, что в случае, если у ребенка были спровоцированы нарушения его развития, нарушения логики или там ДЦПшные какие-либо были проблемы, если было, и это все поспособствовало к нарушению фактора его развития, то две теории. Первая из них — это увеличение приема аргинина, то есть ребенку необходимо давать дополнительно аргинин. Также, как правило, у таких детей есть нарушение, как ни странно, усвоения минерала кортикостероидов, и, как правило, у этих детей есть заметные нарушения по усвоению и недостаточности 4 элементов. Первый — это магний, второй — это кальций, третий — это цинк, и четвертый — это, по-моему, ванадий. То есть у таких людей есть проблемы еще и вот такого характера. И чем решается? Применение дополнительно препаратов аргинин.
В нашей компании такой препарат аргинин, он есть в препарате L-аргинин. То есть такому ребенку назначают по 3 грамма в день такого препарата. Это соответствует приблизительно 1,5 чайных ложки порошка L-аргинина. Вы можете данный препарат заказать со скидкой 20% в виде порошка и давать вашему ребенку. Также дополнительно принимайте минералокортикостероиды, которые, ну они не стероиды, а просто минералы, которые находятся в нашем препарате Минераликс. Итак. Устраняя проблему, которая связана с уменьшением L-холинов, восстанавливая роль связи мезолимбической и нигростриальной и тубероинфундибулярной, мы можем помочь при помощи или с помощью применения дополнительно аминокислоты L-аргинин такому ребенку сколько принимать? На протяжении хотя бы 1-1,5 месяцев. Это должно внешне быть очень выражено и визуально заметно. То есть ребенок начинает гораздо активнее развиваться и так далее. Существует еще один такой путь, когда у ребенка в большом количестве на фоне уменьшения минералов, особенно магния и кальция, происходит уменьшение минералов. Я вам уже говорил, что такие поражения, они регулируют формирование и усвоение минералокортикостероидов. За счет чего? За счет того, что адреналин очень выделяется, за счет этого минерала кортикостероиды не выделяются, за счет того, что минералов мало. И такие дети, кстати, очень любят воду пить. И тогда такому ребенку необходимо дополнительно давать минералы. Эти минералы в нашем препарате Минераликс давать 1 чайная ложка, можно там на 1 стакан, 2 стакана воды или там в любом количестве. Также ни в коем случае не давать газированную сладкую воду, потому что газированная сладкая вода, она ухудшает состояние развития ребенка, провоцируя дальнейшее нарушение накопления нейронов и накопления адреналина в щели нервного. То есть таким образом можно сказать, что таким детям не нужно вообще минеральная и газированная и сладкая, особенно вода. И мы как бы решили эти два вопроса. Почему адреналиновая теория, что это обозначает? У таких детей адреналина гораздо больше, чем кальция и магния. Кальций должен приводить к... Кальций является электролитом, который участвует в регуляции сокращения сердечного ритма. Магний в этом случае является миорелаксантом и является миорелаксантом, который очень необходим. У таких детей происходит сбой работы, и он происходит по принципу нейрогуморальной системы, что приводит в дальнейшем к тому, что происходит сбой как раз в коре надпочечников. Это тоже является следствием перенесенного ядерной желтухи на фоне высокого билирубина в раннем возрасте, или асфиксии, или там чего-либо еще. И это все, или там перенесенного герпеса, или там перенесенной стафилококк-инфекции во время вынашивания ребенка. И это все в комплексе воздействует как раз на кору надпочечников. И такие дети, они регулируются за счет увеличенного количества адреналина. То есть их развитие, оно тормозится за счет того, что в щели нейрона появляется большое количество адреналина. Для того, чтобы это все устранить, необходимы минералы кальций и магний. Эти минералы есть в правильном количестве: ванадий, кадмий, кальций, магний, цинк. Эти все минералы находятся у нас в препарате Минераликс. Поэтому 1 чайная ложка на 2-3 стакана воды на протяжении дня, пить по чуть-чуть. Можно, если ребенок хочет пить, дополнительно давать ему, чтобы он пил как воду. И второе, это применение аргинина. Можно, кстати, аргинин совместно давать вместе с препаратами Минераликс. Ну и вторая теория, она называется, вторая теория гипераммониемийная. Считается, что у ребенка для его развития необходимо, для правильного развития и для правильного формирования синапсов,
необходимо определенные условия. Среди этих условий одним из условий является формирование новых синаптических связей. И как раз в этом всем это все связано с работой дендритов, аксонов и центральной нервной системы. И в этом случае происходит ухудшение деятельности этой нервной системы. И это, как правило, происходит на фоне определенного исследования, которое показало, что у детей, у которых развивается такая вот условно отсталость или какое-либо заболевание, у этих детей очень часто обнаруживается гипераммония. То есть у таких детей что-то происходит с кишечником, видимо, тоже это происходит в ранних стадиях созревания, может быть младенца, может быть во время рода, может быть после или перенесенная инфекция, которая влияет на биоструктуру кишечника. И в этой биоструктуре кишечника перестают формироваться и усваиваться аминокислоты. Определенные аминокислоты, которые не могут усваиваться, а обычно не усваивается, насколько я помню, аргинин, аспаргиновая кислота. Правильно, аспаргинов, не аргинин, а аспаргиновая кислота. И на фоне этого неусвоения она превращается в вещество с высоким содержанием аммиака. И у таких детей повышение аммиака приводит к тому, что у них появляется судорожная активность, может появляться вот такая усталость, может появляться супрессия, которая связана с развитием и так далее. И что для этого необходимо знать? Восстанавливать наш желудочно-кишечный тракт возможно, потому что это обратимое явление. Несмотря на то, что дебют был, допустим, в очень раннем возрасте, можно дополнительно принимать 2 аминокислоты, которые находятся в моем препарате Гипакс. В нем находится L-орнитин и L-аргинин. Принимать 1 чайная ложка на стакан воды 1 раз в день. И дополнительно инулактин, это тоже такой препарат. Это определенное сорбирующее вещество, которое входит в связь с аммиаком, благополучно этот аммиак устраняет. Таким образом, можно сказать, что применяя Гипакс, Минераликс и аргинин, и инулактин в виде порошка, можно создавать определенный препарат, приготовить его можно следующим образом. На 1 литр воды добавить по 1 чайной ложке, соответственно, каждого из этих препаратов или компота. И давать на протяжении дня ребенку вот такой препарат. Все достаточно успешно лечится. Забыл сказать, необходимо в этот период давать дополнительно препараты сорбенты. Из препаратов сорбентов я могу посоветовать препарат как же он у нас называется? Антитокс Драй. Вот, вспомнил. Мне тоже нужно аргинин попринимать. Также есть препараты, которые могут стимулировать формирование мнемонтических связей у ребенка. Это препарат Мнемонорм. Я очень рекомендую, мои дети принимают Мнемонорм. Необходимо применять только в том случае, если ребенок не нервный и не беспокойный. Также всегда помните, что ребенку до 11 лет необходимо не менее 11 часов сна. Обязательно посмотрите на это прямо обязательное условие. Для детей это очень важно. Вообще, несколько слов можно сказать об этом. Сейчас я попробую открыть файлик, я специально сегодня готовился. Готовился, а где вот файлик, где он, не понимаю. Понятно вообще. Ага. Я думаю, это будет всем интересно, я сейчас прочитаю. Я специально сегодня подготовил определенную информацию, с удовольствием ее вам зачитаю.
Дело в том, что очень часто люди, которые воспитывают своих детей, не понимают, к чему стремится ребенок и что необходимо ожидать от его поведения. Сегодня я хотел бы зачитать эту информацию, также я ее продублировал у себя под данным видео, вы можете потом это изучить. Итак, вехи развития. Первый год жизни младенца усваивает важные навыки, такие как первый шаг, улыбка и жест. Советы. Какие? Говорите с ребенком, реагируйте на его звуки, читайте ему, пойте песни. Это помогает развивать язык и любовь к музыке. Обнимайте, держите малыша на руках, уделяйте ему внимание, хвалите его достижения, это укрепляет его чувство безопасности. Играйте с ребенком, когда он бодр, следите за признаками усталости и предоставляйте игрушки для безопасного исследования. Защитите дом от опасности, уберите острые предметы, укладывайте ребенка спать на спину. Я специально это написал, чтобы снизить риск синдрома внезапной детской смерти. Такое тоже есть. Это когда ребенок задыхается. Почему это происходит? Как правило, это происходит на фоне истощения кальция. И происходит остановка сердца на фоне недостаточности выработки адреналина, а кальций не справляется из-за того, что рост очень активный. Именно поэтому детям в маленьком возрасте очень необходимо грудное вскармливание или вскармливание заменителем грудного молока, детским питанием. Это обязательное условие, потому что именно кальций является основным компонентом в рационе ребенка, и очень часто недополучение именно кальция в период до 8 месяцев может привести вот к таким проблемам. Не позволяйте курить в доме, режьте пищу на мелкие кусочки, избегайте мелких игрушек, это все понятно. Также грудное молоко является основным источником питания до 6 месяцев. Введение твердой пищи начинается с 6 месяцев, но грудное молоко остается важным. Также хочу сказать вам о том, что многие врачи говорят о том, что ребенку до 6 месяцев нет необходимости давать воду. Это не так. Уже есть доказательства того, что в действительности ребенок даже при грудном вскармливании этому ребенку необходима жидкость в виде воды. Для чего? Сама по себе вода такому ребенку не нужна. Она необходима для включения процессов деятельности поджелудочной железы и формирования островков Лангерганса. Именно поэтому дети, которые недополучают в очень раннем периоде жизни воду, в дальнейшем могут иметь проблемы, связанные с амилазой и ферментами поджелудочной железы. Для этого сейчас есть ряд исследований, которые говорят, что да, действительно, ранее говорили, что вода не нужна, она ухудшает пищеварение. Сейчас говорят, что да, действительно, вода нужна и так далее. Поэтому ребенку необходимо с раннего периода давать там 1 чайную ложечку воды, для того, чтобы его кишечник, его поджелудочная железа привыкали к тому, что вода является элементом питья, а не только молоко. Для человека есть 3 основных компонента, которые он должен знать. Первое. Для человека естественно в жизни не только принимать пищу. То есть мы на протяжении своей жизни принимаем пищу. Но для человека точно так же абсолютно естественно принимать еще и воду. То есть пить жидкость. И формирование привычки принимать пищу и получать воду отдельно является ключевой привычкой, которая как раз зарождается в очень раннем периоде развития ребенка, до 6 месяцев. Поэтому, если вы хотите, чтобы очень часто так бывает, что родители не понимают, не знают и не дают такому ребенку воду, и в дальнейшем это приводит к тому, что люди, когда начинают расти, отказываются от приема воды, потому что считают, что это совершенно им не нужно. Очень многие люди, которым родители не давали пить, то есть не давали воду в тот период, когда у них развивалось прием пищи и употребление воды отдельно, со временем могут оказаться вот в такой западне, потому что заставить таких людей пить воду дополнительно невозможно, потому что воду в основном они принимают либо вместе с пищей и считают это как дополнительный продукт, который связан с приемом пищи. Опять-таки, я хочу вам сказать, в животном мире прием пищи и прием воды, он различен и может варьироваться. Так, прием пищи, достаточно принимать пищу 2 раза в день, а некоторые люди могут принимать воду больше 2 раз в день, 3, 4 или даже более раз.
как бы интуитивно полагая или ощущая тот момент, когда вода необходима организму. Таким образом формируется и регулируется наш водный баланс. И это как раз делается вот до 1 года. На 2-м году жизни, пропустил я что-то, да? На 2-м году жизни дети начинают больше двигаться. Читайте ребенку каждый день, играйте в игры. Не оставляйте ребенка без присмотра около воды. Оградите опасные зоны. Предлагайте воду, видите, простое молоко вместо сладких напитков обязательно. Поощряйте свободную игру, бег, прыжки, лазанье, чтобы развивать координацию и силу. Убедитесь, что ребенок спит 11-14 часов. Это очень важно. Потому что начинается садик и так далее, а потом начинаете смотреть, а дети не спят. А если ребенок не получает свои часы, у ребенка, соответственно, развивается целый ряд заболеваний, среди которых на первое место можно поставить невроз или развитие невротического расстройства. Астеническое расстройство невроза. Это когда у ребенка усталость, он ничего не хочет, убери игрушки, не могу, не хочу и так далее. Или наоборот, гиперактивность, когда ребенок вместо того, чтобы отдыхать, начинает вскакивать, ему необходимо бежать, прыгать и так далее. Развивайте языковые навыки, уделяйте внимание позитивному поведению, смотрите за тем, чтобы ребенок не подавился. Надеюсь, это было интересно. Итак, доброго времени суток, Андрей Андреевич. Рак кожи, какие препараты заказать, чтобы затянулись раны на лице? Каолин, порошок. Не подойдет каолина порошок. Подойдет препарат, который называется у нас антитроф. Это первый. И второй препарат называется у нас изотоновый бальзам или изотоновая мазь. Используйте ее. Вот она может помочь затянуть. А вообще лучше всего антитроф. Антитроф прямо космос, очень быстро работает. Потрясающее вещество, которое разработано специально для того, чтобы это все зарастало. Алла Малафєєва. Добрий день. Майже 20 років носила контактні лінзи, але ось уже півроку, як повністю відмовилась від них, але почервоніння очей, особливо ліве око, не проходить. Нет, я думаю, что покраснение ваших глаз, особенно левого глаза, уже не связано с тем, что у вас были до этого ношения линз. Ношение линз не приводит к деградации сетчатки, никаким образом не влияет на сетчатку и не может привести к тому, что полгода после снятия линз у вас есть покраснение глаз. С чем связано покраснение глаза? Это может быть конъюнктивит, это может быть воспаление роговицы, это может быть макулодистрофия, может развиваться какое-то офтальмологическое заболевание. Сейчас, вот по моему мнению, все заболевания, которые есть, они более всего связаны с аллергией. Сейчас жуткие аллергии, потому что сейчас максимальное цветение амброзии, как раз переходит лето на осень, это максимальное цветение амброзии очень ухудшает состояние. Не забывайте, что амброзия, которая цветет, она воздействует аллергически не только на вашу кожу, не только на ваши дыхательные системы. Более всего амброзия воздействует на пищеварительную систему. Как ни странно, амброзия стимулирует и блокирует формирование выделительной функции поджелудочной железы и очень часто приводит как раз цветение амброзии к тому, что у человека начинаются реактивные панкреатиты, которые ощущаются в виде сильного вздутия кишечника, ощущение отрыжки, ощущение тяжести после каждого приема пищи. Употребление молочных продуктов и сладких продуктов в этот период ухудшает общее состояние вашего организма. Каким образом или что необходимо в этом случае знать? Увеличение употребления сульфатной воды, то есть воды, в которой находятся минералы. Также употребление или увеличение употребления минералов. Далее, каких минералов? Особенно кальция. Кальций, магний. Далее, применение препаратов для поджелудочной железы и препаратов от аллергии. Препараты для поджелудочной железы это панкресорб, препараты от аллергии аллергонорм. Также в случае, если есть необходимость и у вас сейчас очень сдувает кишечник, метеоризм или просто пучит вас, ощущение тяжести в животе и так далее, не торопитесь
идти или следовать к гастроэнтерологу, хотя тоже не помешало бы. Начните принимать антигистаминные препараты, любые, от Тавигила, цитрина или там, какой вы найдете. Таким образом, вы можете 1-2 раза в день, таким образом вы сможете определить, это является у вас все-таки аллергической реакцией или это у вас является развитием панкреатита. Ага, что же делать, если глаза покраснели и нет никаких видимых причин для того, чтобы это было? Поможет обычный чай. Помните, что есть компрессы с чаем, они великолепны, а также очень хорошие компрессы еще и с ромашкой. Ромашка является мощнейшим антисептиком, поэтому в случае, если это у вас там блефорит или конъюнктивит на фоне стафилококка, то и даже аллергический, то попробуйте поприкладывать просто обычный чаек, как заварили, там, взяли в пакетике чай, заварили черный чай, после этого отжали и вот этот пакетик, не разрывая, можно к глазу приложить. На какое время? В теплом виде на 1-3 минуты. Что это даст? В чае находятся дубильные вещества, в случае, если есть какие-то серозные отложения, если есть формирование какого-либо токсического компонента, там, повышение кислоты или там, компоненты деятельности стафилококка или какого-либо другого микроба, то это поможет связать и убрать. Что оно тикает у меня тут? Да, вау. Свет дали. Целый день не было света. Что-то соседи соседской страны решили нас вообще спасти от света. Вот это кто взорвал у нас этот свет и из-за кого этот свет поломался, пусть все, кто в этом участвовал, пусть обкакаются. И какают на протяжении 3 месяцев. Все, пусть так и будет. И пусть ни одна таблетка им не поможет. Здравствуйте, Андрей Андреевич. У меня в левой груди 1 киста, в правой 3. Маленький доброкачественный врач сказал, что может образоваться из-за остеохондроза и ранее повышенного пролактина. Да, из-за пролактина может повышаться появление фиброзов. Не стоит бояться фиброзной кистозной мастопатии. Конечно, необходимо наблюдаться постоянно у лечащего врача, у маммолога. И в дальнейшем знать, что это может проявиться в более зрелом возрасте. Что приводит к появлению вот таких узелков, с чем это связано? Очень часто это 2 компонента манипуляции с вашей женской грудью. Это ношение бюстгальтера, который сжимает грудь, то есть женщина хочет немного больше грудь или там поднять грудь или еще что сделать, пользуется бюстгальтером, в котором ей тесно. То есть это неправильный размер, подставляет туда пуфик или буфик, я не знаю, как они называются, или наоборот сжимает или передавливает грудь. Очень часто женщина поправляется и не может купить себе белье, и в этом случае одевает белье старое, которое может сжимать грудь в местах, где происходит пережатие или сжатие груди, могут появляться в дальнейшем узелки. И второй вариант — это наоборот не ношение бюстгальтера, это свободное декольте, в котором грудь видна в случае, если там женщина хочет показать миру грудь, и переохлаждение груди. То есть зимой грудь должна быть спрятана и находиться в теплом месте. Любая железа, которая есть у человека, нуждается в теплоте. Так как правило, температура самой железы чуть-чуть больше, чем температура тела. Также любая железа, она потребляет больше термической энергии, чем остальное наше тело. Так печень и железы внутренней секреции, они нуждаются в большем количестве энергии, так как работают гораздо активнее всего остального. Именно поэтому и необходимо железы, яичники, предстательную железу, щитовидную железу и даже голову держать в тепле, так как в дальнейшем это может привести к дисфункциям всевозможным, которые повлияют на всю гуморальную систему. Также из-за чего и чем лечить. В моей компании разработана мазь для груди. Можете сегодня обратиться к моим операторам по телефону, который указан на экране, и сказать, что мне необходима мазь, которая называется
мазь для груди. Вот если использовать эту мазь, то проблемы груди исчезают. Есть еще препарат, называется, как-то называется, мастопатин называется. И вот можно попринимать данный препарат, он тоже способен улучшить общее состояние. Врач прав, если грудь вас не беспокоит, то принимать ничего дополнительно не нужно. Вероніка Кранковська. Добрий вечір, Андрій Андрійович. Щиро дякую за вашу працю. Син Тимофій, 20 років, дефіцит гормону гіпофіза, гіпопотуїтаризм, знаю таке. Він приймає левотіроксин, тестостерон, гідрокортизон. Як можна покращити його стан? Смотрите, сейчас поддерживают у него гормональную систему для того, чтобы у него не было в дальнейшем, чтобы не развивался нанизм. Я понимаю, что происходит с ребенком, но в этом всем понятно и с левотироксом, и с тестостероном, и с гидрокортизоном, но нужно еще обратить внимание на гормоны дополнительно надпочечников, которые здесь не учтены. Это минералокортикостероиды. Как правило, именно они являются теми инициаторами, которые приводят к появлению, в том числе к появлению данного заболевания. Именно поэтому дополнительно к тем препаратам, которые назначил вам врач, вам необходимо принимать препарат Минераликс. 1 чайная ложка на 2 стакана воды, по 1 стакану 1 раз в день для улучшения общего состояния. Также помните, что детям с таким диагнозом необходимо больше кальция, чем обычным детям, включая такие кальции, как витамин D3, D1, D2, кальций ферол. Необходим кальций органической формы, цитрат кальция. Специально разработал такой препарат, он называется жидкий цитрат кальция с вкусом малины. С удовольствием дети принимают. Как определить, необходим кальций ребенку или нет? Если у ребенка нет сил, он утром не может проснуться, ему тяжело, то кальций необходим. Вообще я вам хочу сказать, что на постсоветском пространстве не было ни одной республики, кроме там, Владивостока или еще каких-либо, где было бы достаточно кальция в употреблении. В случае, если нет большого количества молочных продуктов, в случае, если отсутствует солнце активное, в случае, если недостаточность белковой пищи, то у человека формируется недостаток кальция. Это очень частое явление. Кальций участвует во многих процессах, и его недостаток может привести как к проблемам тазобедренных суставов, голеностопа, коленей, так и проблемам зубов, слуха, сетчатки и так далее, сердечного ритма, сокращения сердца, развития дистоний и так далее и тому подобное. И очень часто такие симптомы, как болит колено, или там ребенок идет и говорит, я не могу, у меня нет сил, болит ножка, или там болит колено, или болит поясница, или болит еще что-то. Это первые признаки тому, что ребенку прямо очень необходим кальций. Поэтому, если у вашего ребенка есть или существует вот такого рода жалобы, то обязательно используйте кальций компании «Тибетская формула». Его, кстати, можно купить сейчас со скидкой минус 20%. Извините за напоминание. А скажите, красиво, кстати, сделали. Также, чем бы ни болел ребенок, если у него это все развивается вот таким форматом, это говорит о том, что есть смысл все-таки найти причину. Я думаю, что причина как раз и может быть связана с микробиотом кишечника. И есть смысл попробовать попринимать для иммунитета препарат бетулин и бетулиновая кислота, и для улучшения общего состояния как бы от герпеса железняк и улучшения общего состояния кишечника лизоцим экстра. Итак, лизоцим экстра и железняк по 1 таблетке 2 раза в день, бетулин и бетулиновую кислоту тоже можно по 1 таблетке 2 раза в день. Курс лечения 2 месяца. Что по идее должно произойти? Улучшение общего самочувствия ребенка, изменение показателей общего, улучшение динамики общего гомеостаза, улучшение общего процесса развития.
Здравствуйте, уважаемый Андрей Андреевич. Подскажите, пожалуйста, у мамы Бабич Татьяны постоянная сильная изжога. Как от нее избавиться? Великолепный препарат. Изжога очень часто является признаком сахарного диабета. Просто знайте это. Изжога очень часто является признаком сахарного диабета второго типа. Именно поэтому, если в дальнейшем не изменять рацион питания и не рассматривать желудок и общее состояние организма как сахарный диабет второго типа, то вылечить невозможно. То есть из рациона необходимо убрать белый хлеб, рис, необходимо убрать сладости, соки, газированные сладкие воды, убрать фрукты и ягоды, контролировать тотально, причем контролировать употребление глюкозы. Также ни в коем случае алкоголь, пиво и всего остального. То есть все, где есть, перейти на инсулинную, такую инсулинорезистентную диету максимально. Второе, как убрать все-таки изжогу, если она продолжается. Это может, кстати, быть отгибом сфинктера Оди или лицекального клапана, который может забрасывать там желчь. Это очень часто может быть связано просто с повышением кислотности, что тоже может являться следствием заболевания как поджелудочной железы, а именно сахарный диабет второго типа. Применяйте мои препараты. Первый препарат называется жидкий каолин, 1 чайная ложка 2 раза в день. Всегда помните, что человек ощущает изжогу, и изжога всегда очень легко убирается. И дальше давайте вместе поулыбаемся, и я скажу: лимонным соком. И вы мне скажете: Дуйко, ты что, с ума сошел? Хочу вас разочаровать. Лимонный сок практически идентичен нашему естественному соку нашего желудочно-кишечного тракта. Поэтому соляная кислота имеет практически такую же кислотность, как наш лимонный сок. Поэтому применение лимонного сока совершенно безопасно для человека. И в случае, если есть перекос в сторону щелочной реакции или в сторону кислотной реакции, именно употребление лимонного сока может помочь это все восстановить. Не стоит бояться принимать лимонный сок без воды. Его не нужно с водой смешивать, потому что я говорю о чистом принятии лимонного сока, а не в водном растворе, а уж тем более теплый. Водный раствор снижает кислотность. Поэтому в случае, если вы страдаете повышенной кислотностью, то можно принимать водный раствор лимонного сока. А в случае, если у вас пониженная кислотность, то водный раствор лимонного сока понизит кислотность. Поэтому как определить, у вас повышенная кислотность или пониженная? Как правило, у людей, у которых есть избыточный вес, кислотность повышена. Также у людей с избыточным весом очень часто есть сахарный диабет второго типа. Для того, чтобы вы понимали, что такое сахарный диабет второго типа, я вынужден вам провести такой пример. Очень часто люди измеряют индекс НОМа и проверяют глюкозу. А вы знаете, что ни первое, ни второе диагностировать сахарный диабет второго типа не могут. У человека может быть глюкоза в норме, как, собственно, индекс НОМа. А вот инсулин может быть немного повышен. Так вот, именно повышение инсулина и говорит о том, что человек болеет сахарным диабетом второго типа. И развитие такого сахарного диабета второго типа в дальнейшем может привести к тому, что у человека появляется уже и повышение глюкозы и все остальное. Вообще, по моему мнению, развитие сахарного диабета второго типа идет по принципу увеличения объема печени, жировой дисплазии печени, ожирение висцеральное, ожирение такое по принципу, наверное, гормональному, со сбоем работы надпочечников. Очень часто я вижу людей, у которых сахарный диабет второго типа, у которых есть кисты на почках, особенно на правой почке и так далее. И таким людям, конечно, противопоказано применение, у этих людей часто диарея, несварение, нехватка жидкости. Такие люди очень быстро набирают вес. На самом деле этот вес, он исключительно связан с тем, что формируется почечная недостаточность, и в дальнейшем могут развиться заболевания опорно-двигательной системы, потому что в дальнейшем будут появляться и оксалаты, и почечная недостаточность, отек на фоне почечной недостаточности, развитие заболеваний почек, от нефрозов и заканчивая чем угодно.
Анна Вартанян. Здрасте, Андрей Андреевич. Здрасте, Андрей Андреевич, спрашивает Анна Вартанян. Скажите, пожалуйста, что вы думаете про метод Шевченко? Мне нравится метод Шевченко, но я не встречал еще ни одного человека, к своему, наверное, сожалению, который бы мог вылечиться, применяя метод Шевченко. Метод Шевченко, хочу напомнить, это 2 столовые ложки подсолнечного нерафинированного масла совместно с 2 столовыми ложками водки. В случае, если человек принимает 2 столовые ложки водки и 2 столовые ложки подсолнечного масла, то, как ни странно, происходит парадоксальная аномалия, которая связана с тем, что у такого человека снижается глюкоза в крови. Я это замечал тысячекратно. При этом прям очень часто я это видел. Но еще один был уникальный такой момент. Применяя технологию сканирования крови и применяя это ежедневно, как бы клинически, для тех людей, кто добровольно это делал, я исследовал, помимо всего прочего, оксалаты и общее состояние крови. И могу сказать, что да, действительно, к моему удивлению и парадоксальному удивлению, применение метода Шевченко у людей, которые добровольно это делают, улучшало общий гомеостаз. То есть я могу сказать, что у таких людей были улучшения вот такие. Улучшение работы почек, улучшалось состояние эритроцитов, улучшался общий гематокрит, улучшалось состояние, улучшался холестерин, очень снижался холестерин, очень снижался ЛПН и индекс канцерогенности, очень улучшалось состояние АЛТ-АСТ и так далее. Неважно. Билирубин снижался, очень снижалась глюкоза. Вообще это было парадоксально и удивительно. Но я видел так, где-то так это происходило. 2-3 недели принимает хороший результат, а потом как наоборот. И вот тогда я начал говорить о том, что по методу Шевченко необходимо делать так. 2 недели принимаешь, хотя бы 1-2 недели отдыхаешь. Потому что если все время делать, то происходит, наверное, какой-то тоже атипичный ответ. Это все необходимо изучать, и это на самом деле клинически совершенно не изучено. И я так думаю, что никто никогда не изучит. Хотя интересно было бы рассмотреть картину, как же это все-таки влияет на людей. Доброго дня, дорогой Андрей Андреевич. Так же ж мне жарко. Сейчас я включу кондиционер. Таткакті. Доброго дня, дорогий Андрій Андрійович. Доброго дня, вітаю. На початку хочу вам подякувати за всю вашу доброту. Для нас ви найкращий. Дуже дякую, я вас обожаю. Мар'яна Хертауер, Мар'яна Гартауер. Шановний Андрій Андрійович, будь ласка, яка причина того, що більше 4 років у мене в лівій стороні голови, тобто з вуха, дзвін ніжний, як дельфін, передає звук. Дякую. Это может быть 3 проблемы. Это может быть проблема спазма сосудов. Это может быть проблема что-то выбило. Это может быть проблема спазма сосудов. Ага, все нашел. Это может быть проблема спазма сосудов, это может быть проблема тиннитуса, это когда внутреннее ухо и там происходят какие-то деформации или проблемы, которые тоже, как правило, связаны с нервной тканью, которая связана с позвоночником. И, по моему мнению, это может быть связано еще и с формированием окклюзии сосудов, особенно шейной, или даже, я даже такое наблюдал, что у человека шум был очень долго, и никто не мог понять, что это за шум, а потом у человека оказалось, что этот шум у него создается на фоне мальформации в височной области, то есть у него расслоились сосуды, и в голове
там, где коронарные сосуды в височной области, была мальформация. И для него это было открытием, он не мог поверить, что вот такое произошло, такое заболевание тоже есть. Я сомневаюсь, что это мальформация у вас, но могу сказать, что наверняка это связано с позвоночником, как раз шейным отделом, может быть с листозом или грыжой шморля, или там с какими-либо проблемами, связанными с позвоночником. Как правило, тиннитус, как правило, головокружение, как правило, шум в ушах лечится, если человеку просто полежать на аппликаторе Кузнецова. Купите обычный аппликатор Кузнецова с пластмассовыми круглыми такими иголочками и полежите на нем по 10 минут перед сном. Улучшится сон, улучшится общее состояние, и, как правило, на фоне этого исчезает и шум в ушах. В случае, если вы пробовали уже все на свете и тиннитус вам не ставят, то это может быть еще и психической проблемой. То есть такое бывает, что навязчивая идея, как бы односторонняя слуховая галлюцинация. Она тоже бывает, но тоже я думаю, что однозначно это не ваше. В случае, если у вас бессонница часто, в случае, если вы слышите дополнительно там шумы какие-то в голове, если у вас есть зрительные или слуховые галлюцинации, то есть смысл обратить и на это внимание. Я думаю, что полежите на коврике месяц по 10 минут каждый вечер, и я думаю, что такая проблема сама по себе исчезнет. Андрій Андрійович, ще таке питання. Наразі проживаємо з сім'єю за кордоном. Тільки приїхали сюди в сина Дениса 7 років, йде кров з носа дуже часто. Здали аналізи, лікар сказав, що все добре, як ви бачите. Так, все добре. Але я хочу сказати, як цього можна позбавитись назавжди. Вам потрібно взяти ключика і вдягнути цей ключик на вірьовочку. І вдягнути так, щоб він висів на шиї. І повернути ключик так, щоб він висів між лопаток. Так хай носить його. Десь за 2 тижні, може 3 тижні, назавжди позбавитись від кровотечі у носі. Потім потрібно взяти цей ключик і вибросити його у річку чи в море. І все, і на этом закончится его проблема носовых кровотечений. Это работает превосходно на 100%. Пользуйтесь на радость. В этом эзотерика. Когда вам врач не поможет, эзотерика поможет. Добрий день, шановний пане Андрію. Моєму синові Тарасу 26 років у віці. А вообще, в случае, если носовые кровотечения, следовало бы проверить билирубин у ребенка. Очень часто повышение билирубина может приводить к носовым кровотечениям. Чтобы в дальнейшем не формировались какие-либо билярные или циррозные проявления, нужно это проверить. Добрий день, шановний пане Андрій, моєму сину Тарасу 26 років. У віці 6 років він упав з висоти дитячої гірки, після цього почав заїкатись і має високий тиск. Чи може якось це вилікувати? Я думаю, що високий тиск в нього не із-за горки. Вот я вам прям 100% это говорю. А заикание, да, оно может возникнуть на фоне стресса. Сам принцип заикания на 100% известен. То есть можно ли сейчас какими-либо способами фармакологическими избавить человека от заикания? Как показала практика, нет еще препаратов, которые могли бы избавить человека от заикания. Есть ли другие способы? Несомненно. Есть другие способы, и этот способ гипноз. Я периодически провожу гипнотические сеансы, в ходе которых кодирую человека от заикания. Можно ли каким-либо образом попасть? Я провожу морские курсы, сейчас это называется марафоном. Запишитесь на марафон, попросите меня. После окончания или в первый день марафона, когда я поработаю с людьми, в этот первый день марафона я после вечерней сессии свяжусь с вами и проведу
14 дней, вот через день 7 сеансов гипноза дистанционно с вашим ребенком. И помогу избавиться от заикания. Хотите, пожалуйста. Отдельно никак. Мне не интересно. Простите, конечно, что я это говорю. А встретиться вообще не встречаюсь ни с кем. Мне не нужно это. Может ли любой другой способ? Не знаю я других способов. Медицинский гипноз помогает. Это многократно мной проверено. Великолепные методы, которые помогают. Можно ли высокий тыск чем-то? Для того, чтобы понять, почему высокий тыск, необходимо четко понимать. Он возникает на фоне адреналина или там высокого адреналина, или возникает на фоне высоких кортизолов, или это возникает на фоне спазма сосудов, или это возникает у него на фоне там избыточного веса. То есть с чем это связано? Поэтому обычно, я говорю, начинать лечение гипертонии, а высокое давление называется гипертоническим заболеванием сердца, необходимо с постановки диагноза. Такой диагноз может установить вам врач, кардиолог. Обратитесь к кардиологу, после чего, когда кардиолог назначит вам препараты и вам станет легче, обратитесь ко мне. И я скажу, как препараты, которые назначил кардиолог, которые вам помогают, можно отменить и какие препараты из моей компании нужно применять для того, чтобы ему стало легче. Вот таким образом. В тибетской медицине говорят, что человек, который боится окружающего мира и считает, что весь мир на него нападает, у него повышается артериальное давление. Тибетская медицина говорит, что артериальное давление можно вылечить, если человек представляет, будто весь мир его обнимает и любит. Несколько раз, когда у меня повышалось артериальное давление, я пробовал так сделать. Обнимал этот мир и представлял, будто он обнимает меня в ответ. Вы знаете, действительно, на протяжении нескольких минут давление артериальное снижалось. Но опять-таки, может быть это совпадение? Ну, не думаю. А может быть что угодно. Знаете, есть люди, которые более мнительные, люди, которые менее мнительные. И, наверное, подход к каждому человеку индивидуален. Єлена Кравчина. Добрий день, Андрій Андрійович. Майже 2 тижні заклав вуха. Дуже погано, рекомендуйте, будь ласка, може якісь препараты СТФ. Есть препарат Отофит. Закапывайте ушки. Также очень хорошо начать вот что делать. Возьмите хлоргексидин и смажьте хлоргексидином в одном ухе и в другом. После этого бетадин. И вот глубоко бетадином смажьте одно ухо и другое. Вот если это пройдет на протяжении недели, то тогда все хорошо. Так вообще это может быть пробки. Пробки очень частое явление, особенно в осеннее время, особенно в случае, если туда часто попадает вода. И такие пробки как раз приводят к тому, что происходит ощущение закладывания уха. У мами опоясуючий лишай. Назначили противовірусні обезболюючі вітаміни. Що можна використовувати, щоб позбавитися тієї мороки, великий біль у спині? Вам назначили противовирусные обезболивающие. Смотрите, вам назначили противовирусные, правильно, обезболивающие, тоже правильно, витамин D, тоже правильно, но не назначили вам неврологический препарат, который может помочь вам избавиться все-таки от боли. Это препарат финлипсин. И вам необходимо его принимать. 1 таблетка 1 раз в день. Как избавиться? Также хорошо было бы принимать, знаете что? По моему мнению, мог бы помочь препарат такой, называется он азитромицин. Азитромицин. Это антибиотик, вот очень рекомендую. 500 миллиграмм в первый день, потом по одной таблетке 250 миллиграмм, извините, по одной таблетке 1 раз в день на протяжении 7 дней. Также еще очень хороший есть такой препарат, называется такой вот препарат есть, называется ивермектин. Ивермектин это антипаразитарный, но очень помогает при опоясывающем лишае. Но без антибиотика не обойдетесь. Вообще хорошо очень показали в свое время соли цефтриаксона, но очень болезненно.
Поэтому лучше азитромицин. Доброго дня. Следую вашим советам от аритмии. Очень вам верю. Пока без изменений. Смогу ли я излечиться когда-то или все слишком далеко зашло? Принимайте мой препарат NSCARD. Принимайте препарат NSCARD вместе с препаратом Апимокс и Мумио и Бракшун. И попринимайте месяца 2. И тогда вот скажете, помогают мои рекомендации или нет. Добрый вечер, Андрей Андреевич. Восхищаюсь вашими знаниями. Все, что вы делаете, бесценный дар. Спасибо большое. Ніна Пененко, вітаю. Яка причина моєї постійного кашлю? Все наче в порядку. Дякую. Кашель может быть следствием сбоя ритма сердца. Есть целый ряд заболеваний, которые связаны с ритмом сердца. И очень часто кашель является как раз следствием. Кашель может быть астматическим. Астматический может быть аллергическим или стимулирующей аллергией. Может быть нервным. Может быть на фоне, допустим, даже кашель может быть в случае, если заброс есть в пищевод кислоты при эзофагиальной рефлюксной хворобе. Также кашель может быть, сердечная астма может быть, то есть это покашливания такие, когда у человека падает артериальное давление, сердце увеличивается и недосокращается. Вот такие покашливания есть. Часто это может быть следствиями недолеченного бронхита, ну, может быть даже там какого-нибудь стафилококкового бронхита. Это может быть, иногда это может быть даже нервный, существует такой нервный кашель, аллергический кашель, астматический кашель, сердечный кашель, гастроэнтерологический кашель. Ничем не могу помочь. Я, к сожалению, не знаю, какой кашель или каким кашлем вы страдаете. К сожалению, даже сказать не могу. Ну и вот этих всех врачей вам предстоит посетить. Начните с терапевта. Он проведет исследования, перкуляцию проведет. Также, возможно, направит к всем этим врачам, то есть к кардиологу, наверное, отправит вас к гастроэнтерологу, к неврологу еще может быть, потому что при листозе такое может быть позвонков грудного отдела, тоже может быть такое. При грыже я такое когда-то видел, когда у человека грыжа пищевода, и он все время покашливает. Потом сделали ему операцию, удалили грыжу пищевода, как бы уменьшили его желудок. И у него в дальнейшем перестал идти этот кашель. Он говорит, надо же, вот теперь не кашляю. Не могу сказать, с чем связано. Марина Сакуляк. Здравствуйте, вибачте, я не зрозуміла, як можна отримати у вас консультацію. Я проживаю в Італії, написала вам на емейл, не отримала відповіді. Для чого? Есть здесь вот чат, задайте вопрос. Если индивидуальный, если по жизни консультации, то надо деньги платить. В случае, если это просто так, вот по здоровью, здесь напишите. Я не заинтересован проводить консультации. Хотите, чтобы я с вами поработал, идите ко мне на марафон здоровья. Там я отвечу на все вопросы, проведу вместе, поработаем все вместе. После этого напишу для каждого еще отдельно препараты, сделаю скидку. В день просто пишут мне от 600 человек и больше. Мне даже чтобы просмотреть необходимо просто сесть в 9 утра и где-то часа в 3 закончить. Просто для того, чтобы просмотреть. А хотят консультацию тысячи. В месяц в районе там 3-4 тысяч человек просят консультацию лично у меня. Как принять 3000 человек? Вы знаете? Я лично нет. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Подскажите, чем обезопасить себя от грядущего вируса? Обязательно принимайте лизоцим препарат. Он препятствует появлению вируса. Проверено. Также бетулиновая кислота. Есть еще препарат Грипп-депо. Грипп-депо, лизоцим в конфетках еще и
препарат бетулиновая кислота. Это препараты, которые сверхэффективно могут справиться в профилактике с данным заболеванием. Сегодня я опубликовал, какие препараты я рекламирую, вернее, рекомендую принимать в ходе лечения вируса. Итак, ремдесивир, антивирусный препарат, дозировка 40, обычно 200 мг внутривенно. Дальше дексаметазон, это кортикостероидный препарат. Как принимать? 6 мг один раз в день внутривенно, можно перорально. Дальше барицитинип, иммуномодулятор, рекомендую 4 мг. Дальше тоцилизумаб, он же Актемра. Дозировка 8 мг на килограмм массы тела, вводится внутривенно, по-моему, есть он еще и внутримышечный, ну где-то 800 мг. Дальше фавипиравир, Авиган он же называется, тоже антивирусный препарат при лечении данного заболевания, и великолепный. Дальше антипаразитарный, сегодня о нем говорил, ивермектин, дозировка где-то 0,6 мг на 1 килограмм. Цоцилзумаб или Актемра, о нем сказал уже. Малнупиравир, тоже противовирусный препарат. 4 капсулы по 200 грамм, по 200 миллиграмм 2 раза в день на протяжении 5 дней. Паксловид, тоже противовирусным, 300 миллиграмм. Состоит из 2 препаратов противовирусных, и обязательно, я уже об этом говорил, азитромицин. Или азитромицин, либо актовегин. Но хочу сказать, что азитромицин гораздо лучше. Также не забывайте о том, что мной разработан препарат лизоцим. Это мегапрепарат при лечении как раз вирусных заболеваний, к которым относится вот такой аденовирус. Как мне лучше делать операцию по удалению камней в желчном? Стоит ли делать вообще? Стоит делать вам, иначе будет в дальнейшем проблема. Мама сейчас принимает лимфонорм и силокс, у нее лимфостаз. Каким курсом принимать, делать ли повтор через время? Можно принимать на протяжении 1 месяца, после этого делать 1-2 недели перерыв и еще раз принимать. Смотрите, лимфостаз обычно не лечится ксилоксом. А что необходимо знать? Дело в том, что необходимо однозначно однодневный голод без воды. Также посещение обязательно парной, правда. Это очень важно. Посещение парилки не обязательно горячей, не надо веников никаких, но прогревание тела должно происходить. И второе, 1 раз в неделю, желательно в четверг, сухой голод без воды. То есть с утра до ночи никакой воды. Далее, очень помогает, если натирать мыльной водой. А также есть такой народный способ, он не очень, наверное, кому-то зайдет. Это чуть-чуть омыленную воду пить вовнутрь. То есть берут хозяйственное мыло, чуть-чуть омыливают воду, и ее, хоть она и не очень приятная, ею натирают там, где у вас лимфостаз, и при этом еще там 1-2 столовые ложки такой воды выпивают. Также саму лимфостазовую опухоль можно натирать раствором нашатырного спирта 10 капель на 1 стакан воды. И еще очень помогает при лимфостазе завар. Выполняет или создают его таким образом: 1 столовая ложка шишек хмеля заливается 1 стаканом кипятка, после остывания выпивается. Андрей, скажите, коллаген растворяет в желудке под действием соляной кислоты. Разве может оказывать какое-то воздействие после того тотального исчезновения? Конечно. Коллаген является веществом, которое является мономером. И из него могут создаваться полимерные цепочки и в дальнейшем формироваться пептиды. Очень часто сам по себе организм не может получить данное вещество. Введение его дополнительно может приводить к тому, что организм, нуждающийся в данном веществе, может получать его дополнительно, синтезируя из цепочек.
Поэтому все прекрасно. А вы думали, что коллаген попадет и коллаген прямо попадет как коллаген в кровь и станет коллагеном? Нет, у нас же процесс, он совершенно другой. Оно все должно сначала превратиться распасться в 1000 полимеров, которые должны превратиться в энзимы, которые должны превратиться сначала в пептиды, потом в энзимы, потом как-то усвоиться. Организм делает свой набор, как он это делает, вообще неизвестно. Так, допустим, гормон коллаген, допустим, он состоит, по-моему, из 37 аминокислот. А уже инсулин из 127 аминокислот. А эльтероксин из там вообще бесконечного количества. Но самый страшный это соматотропин. Он там вообще состоит из 400 аминокислот. То есть как организм их собирает, а все же попадает через желудок. То есть это желудок получил, оно расщепилось, и после этого как этот набор, как он это все умудряется делать, как это все между собой, этому объяснения нет, никто не даст никогда. Надежда Чуб. Так все в порядке, не было такого, слава богу. Не знаю, о чем вы говорите. Добрый вечер. Скажите, можно ли вылечить витилиго, которого раньше не было? Появилось 3 года назад. По моему мнению, витилиго является следствием обиды и очень сильного внутреннего потрясения. И для того, чтобы вылечить витилиго, нужно знать, что ни в коем случае нельзя голодать. По моему мнению, я когда-то общался с врачами, которые находятся на территории Кубы, и там они лечили витилиго. В чем особенность? Они говорили, что у человека, у которого есть витилиго, всегда очень пониженная кислотность желудка. И они говорили, что одна из особенностей лечения витилиго — это принципиальное повышение кислотности ЖКТ. И они говорили, мы лечим бетаином гидрохлоридом, то есть назначаем человеку бетаиногидрохлорид, валерьяну назначаем человеку прям в жидком виде принимать, и калий содержащие препараты. В нашей компании есть бетаиногидрохлорид, можно по одной таблетке 2 раза в день. Калий содержащие препараты — это манкулит по 1 чайной ложке 2 раза в день. И что там еще? И успокаивающий препарат можно принимать, паставит. Ну, вы можете любой седативный. Сейчас их, слава богу, продается много. Добрый вечер, Андрей Андреевич. Всем, кто смотрит вебинар, спасибо. Как хорошо, что вы даете людям советы, спасибо. Татьяна, здравствуйте. Чем можно помочь остеохондроза шейного отдела и вывих 4-го позвонка шейного отдела? Ничем не массажируйте, ничего не делайте. Ложитесь на аппликатор Кузнецова и лежите каждый день по 10 минут. Можно утром и вечером. Оберните поясницу зеленой ниткой на несколько оборотов. Завяжите 2 кончика на 38 узлов. Носите на себе, пока спина перестанет болеть. Чем можно натирать? В случае, если остеохондроз, необходимо натирать камфорным спиртом, горячим, или ядами любыми, пчелиным, допустим. А в случае, если вы поворачиваете и не можете повернуть, то это говорит о том, что у вас остеохондроз. А в случае, если вы в обратную сторону поворачиваете и болит, то это, скорее всего, с позвоночником связано. Возможно, это остеолистоз или листоз общий, какой-нибудь там нестабильность позвонков. Массажи очень часто советуют, но делать этого не стоит. Только лежание на аппликаторе. Также всегда помните, есть такое вещество, называется свиное сало. Натирание позвонков свиным салом препятствует и лечит позвоночник. Это говорю вам серьезно. Прямо проверено, прям берете кусок сала и трете. Чем дольше, тем лучше. Как это работает, мне известно. Почему? Дело в том, что наша хрящевая ткань, она состоит отчасти из определенной кислоты, которая высыхая или когда не хватает этого, то происходит вот такая проблема. По моему мнению, это может быть связано с чем угодно, и говорить о позвоночнике я могу бесконечно долго.
То есть я могу утверждать, что это плохая работа надпочечников, плохая работа почек, это недостаточное выведение минералов, это формирование оксалатов, которое происходит на фоне плохо работающего желудочно-кишечного тракта. Почему плохо работающего? Нижний отдел должен переваривать кисломолочные продукты, должен формироваться пепсин. Пепсин внизу из-за того, что там кислотность повышается, из-за того, что человек нервничает, потому что выделяется гастрин, ну и так далее. Знаете, то есть это такая большая объемная информация, можно говорить об этом 1,5 часа. Прям есть о чем поговорить, но эти видео, они известны, их можно найти на моем YouTube-канале, который называется «Тибетская формула. Спасительный рецепт». Уважаемые господа, я еще раз вас прошу обратить внимание на данное объявление. Это в честь независимости нашей родной Украины. От меня вам презент такой и скидка 20%. Хочу сказать, что многие люди, которые на сегодняшний день находятся на фронте, это мои друзья. Я не на фронте, потому что у меня маленькие дети. Я человек, который перенес онкологическое заболевание с потерей органов, поэтому меня уже никто туда не берет и, скорее всего, никогда не возьмет. Но многие мои друзья, мои врачи знакомые, мои друзья, любимые и так далее, они находятся там. И это мои сотрудники, и сотрудники моего предприятия, сотрудники или мои бизнес-партнеры и так далее. И вот этим людям периодически необходима помощь, поэтому помните, что покупая препараты компании «Тибетская формула», вы фактически помогаете этим людям быть живыми, и быть, это является поддержкой, это является гарантией того, что в дальнейшем наша страна сможет, как и раньше, быть самостоятельной, что никогда никто ее не захватит, никто не заставит ее демилитаризировать и денацифицировать. Прямо выговорить нельзя. Так что слава Украине. А мы с вами, покупая данные препараты, им поможем. Здрасте, какое имеет значение вставать ногами вверх? Если человек стоит ногами вверх, в Китае Си Люфат, это был такой китайский основатель цигуна, он в свое время сказал, что если человек стоит ногами вверх, то у человека изменяется Кани Ли, то есть его энергия, которая дает ему старение, поднимаясь снизу вверх, человек стареет, а если человек повышает голову, поднимает ноги вверх, то тогда он молодеет. И в Китае очень часто используются эти технологии. Есть даже специальные такие, продаются станки, где человек фиксируется, после этого вниз головой висит. Хочу сказать, что в случае, если вам больше 40 лет, делать этого не нужно. Так как в Китае подготавливают себя с чрезвычайно молодого возраста стоять ногами вверх. Если это делать в молодом возрасте, то недолго. А если это делать в престарелом возрасте, там, после 50 или старше, то это может привести в дальнейшем к драматическим последствиям. Это все приводит к увеличению объема сосудов, а там очень часто окклюзии или стеноз, это приводит к разрыву и так далее. Так что мое вам такой вот мой вам хороший совет. Вам это не нужно. Правда, зачем оно вам нужно? Виктория. Принимаю по вашей рекомендации бетулиновую кислоту, панкрисоп, силоксистин, гипакс, параллельно с таблетированной. Все лицо покрыло сыпью. Что отменить? Скажу сейчас. Гипакс и панкрисорб. Может покрываться красной сыпью, может покрываться. Скорее всего, что у вас красной сыпью может покрываться еще и на фоне приема доксирубицина или лейкоплакина, вот каких препаратов, какие вы там принимаете. Потому что одна из особенностей применения химиотерапии — это гиперемия. То есть то, что красным покрывается лицо, это возможно на фоне гиперемии, на фоне применения химиотерапии. Вот эти препараты, если их принимать, которые вы сказали, ни одно из них не может создавать аллергию. Нет. Шурик, Андрей Андреевич, скажите, я женюсь и когда? Конечно, женитесь. Когда время придет.
Ношу зеленую нитку больше півроку, спина перестала боліти, а в паху боль не проходить. Предложила поривати варикозні вени, а я вагаюсь, пила пепсин, артразин. Ни пепсин, ни артразин вену вам полечить не сможет. И нужно наоборот кверцетин и рутин, они могут вену полечить. А пепсин и артразин, скорее всего, нет. Нужно ли делать операцию в случае, если очень беспокоит паховая грыжа? Конечно. Конечно, зачем мучиться? Сейчас это очень несложная операция, они флебологом делаются за 1 час, даже под местным наркозом. Чего вы боитесь? Андрей Андреевич, принимаю битулиновую кислоту, панкресор, псилокс, таурин, тонизон, цистин, ритона, спирулина стали чесаться. Ритону не нужно, спирулину тоже не нужно, они могут вызывать аллергию. Цистин, таурин, силокс, панкресор, битулиновую можно, они безопасны. Анастасия. Подскажите, что конкретно принимать из ваших препаратов? Неприятный гнилой запах изо рта, особенно утром. Связано, скорее всего, с печенью. Принимайте препарат Тантал, битулин, Тантал, битулин и Минераликс. И уберете. Тантал, битулин и Минераликс гнилостный запах уберет. Также пить кофе категорически нельзя. А пейте валерьяну еще. Валерьяну пейте на ночь. 1 чайная ложка на ночь. Больше других добавок не нужно. Здравствуйте. Чем можно лечить демодекс? Традиционное лечение помогает временно. Нужна очистка снаружи, кожа лица и головы, и внутренние всякие антибактериозы. Спасибо. Для того, чтобы вылечить от демодекоза, необходимо использовать мой препарат, называется бальзам изотоновый. Смазывайте им. Второй препарат, который необходимо принимать вовнутрь, битулиновая кислота и как же он называется у меня? Инстамакс. Инстамакс. Можно еще Инстамакс. Очень хорошо помогает АСД 2 фракция. Просто, опять-таки, не всегда. Оверсектин помогает. Хрустит сустав. Принимайте аскорбиновую кислоту в больших дозировках. Если сустав болит, смотрите, остеохондроз часто, сустав болит, там скрипит, все. Принимайте аскорбиновую кислоту. Это часто как раз является следствием того, что недостаточность, по-другому дефицит аскорбиновой кислоты. Здоровым быть легко, поможет вам Дуйко. Не забывайте, что сейчас скидка 20% на все продукты. Поторопитесь, потому что скидка скоро закончится. Большое вам спасибо. До свидания. Извините за то, что на все вопросы не ответил. Также хочу сказать, что 2 своих препарата, кардицепс и битулиновая кислота, я подарю тем людям, кто после окончания данного вебинара напишет 2 слова в комментариях. Давайте спасибо Дуйко. Напишите спасибо Дуйко, и я выберу во время следующего вебинара человека и подарю ему 1 баночку кардицепса и 1 баночку битулиновой кислоты. И об этом объявлю в самом начале. Большое спасибо, до свидания.